пришла в музей. Здесь раньше был банк, главный банк Кореи. Теперь это банк, точнее музей денег. Это бесплатный музей и довольно-таки интересный. Советую вам сюда прийти. Он закрыт по понедельникам, как и, понятно, все музеи, и работает с 10 до 5. Здесь вы увидите историю монет не только Кореи и вообще ввода денег в Корее каким способом, куда, но также во всем мире. Здесь вы сможете узнать, что, например, первые монеты были введены в Лидии, то есть сейчас это Турция. Такие были вот китайские, то что и эта форма и образ монет также пришел в Корею тогда, в Корею. Какие использовали в Риме, разных. И также есть образцы. Образцов очень-очень много. Это называются миллионные монетки. В разных странах они бывают сделаны из золота или, допустим, платины. То есть мы видим даже корейских тут сейчас нет. Тут есть китайские, США, Британия, Канада, Австралия и африканские. Китайские вон с пандочкой. Как менялись китайские монеты со сменой каждой династии. Чеканка изменялась, менялись, понятно, буквы, написания, потому что, ну как, правящая династия сменилась, и также ее имя сменилось. Корея вообще очень долгий период времени, где-то примерно 700 лет, если я не ошибаюсь, использовала китайские монеты, их чеканку, и тут была их валюта. Они обменивались, они им давали серебро взамен на их денежку. Также был период, когда использовались японские вот такие вот монеты и денежки. Называется «Кто когда кого завоевал», те монеты использовались. Например, у европейских монет долгое время использовались портреты королей или национальные эмблемы. Вон даже видно пролетарии всех стран, объединяйтесь. Конечно, существуют и памятные олимпийские монеты. Также, кроме олимпийских, футбольные, которые проходили в Корее, есть в Африке, в Бразилии, в Германии. Давайте посмотрим, есть там с нашей Олимпиады. Так. О, да, вот Сочи. Сочи 2014 монеты. Даже с Юной Ким есть. Здесь также есть вот банкноты нынешние с автографами президентов разных Корей. Как мы это используем сейчас? 50 тысяч, ну вот которые Уман, есть Ман 10 тысяч, есть 5 тысяч Очон, есть Чон 1000. Также вот раньше еще использовались такие, немножко изменились, которые Чон, Очон и Ман. Кстати, купюра в 50 тысяч вон появилась в 2009 году, так что довольно-таки новая купюра. Смотрите, какой трудоемкий процесс печати этих банкнот. Сколько у них шагов поэтапных, высыхания, до того, как вы увидите уже изначальный ваш вариант, который у вас в кошелечке. Вот они, наши неразрезанные денежки. Также на втором этаже музея есть выставочная галерея, где вы можете посмотреть различные работы авторов корейских разных времен. Картина 2003 года, нарисованная маслом, называется «Свежий глоток воды в Сеуле». Мне очень понравилось. Корейский автор. Корейские две картины 1942 года называются «Мелодия весны». В общем, пройдя эти большие железные двери и решетку, я попала в хранилище. Давайте я вам покажу, что будет сзади. Смотрите. Представляете, это все деньги. Представляете, как много. Тут, если что, уже вон запаковано чутка с собой. Хватаем, идем. Правда, они привязаны. И тут столько железных дверей, но мы донесем. Смотрите, давайте разберем. Вот таких 4 поддона. По 50 тысяч вон каждая купюра, получается 60 миллионов долларов. Представили эту цифру? Нашли. Теперь мы вытащим Россию. Так, Россия, это вот это. Вот наши. 5 рублей, но уже не используем. 10, 50, 100, 500. Так, а дальше? У нас есть 1000. У нас есть... А дальше где? 1000, а 2, а 5. А где хабаровская монетка? Что такое? Экранчик. О, теперь я выпишу, о нем про Россию рассказываю. Сколько у нас людей, сколько у нас человека. Не надо картинку, я цифры смотрела.
Прикольно. И я нашла 1000 и 5000. Вон мой город Хабаровск. Знаете, как прикольно? То есть вы можете вытащить любой страны, ну, там, по регионам денежки, и кроме того, что, допустим, откроем, давайте мы просто, не знаю, Монголия, да? Ой, Монголия сейчас вытащила, вот. Кроме того, что я вижу деньги, которые используются в Монголии, сейчас мне покажут про Монголию, где она находится, как там по населению, и расскажут про страну. И с картинками, конечно. Ну, как вообще супер идея, отлично. В общем, провести время в банке монет, правильно? Очень интересно. Вы можете поиграть, вы играете, либо читаете, как хотите. Можно ставить наушники, вам будут экскурсия. Узнаете про монеты не только Кореи, про деньги, и для чего, и как с ними лучше обращаться, и все, как они делаются. Ну и можете купить классные сувениры. Кстати, очень уматные здесь корейские кошелечки, и цена, и качество.